Всем привет! Это обзор на мой 6-й законченный скетчбук. На обложку я налепила наклейки, которые нарисовала на огрызках самоклейки. Еще тут моя любимая наклейка с банана с лягушкой. На первом развороте мои соцсети, наклейки с фруктов и автопортрет, с которого я начала блокнот. Это скетчбук. Тут стало ясно, что страница в этом блокноте больше похожа на промокашку, чем на обычную бумагу. Всякие штуки и еще штуки. Цветок с окна. Он уже давно отцвел и, наверное, сгнил. Плита. Комикс, который рисовала ночью. Всякие наброски. Это набросок к трейду. Дальше. С первой попытки картинка не получилась. С лайном было тяжко. Но в карандаше все пошло хорошо. Снова всякие разные штуки. Бесцельные. Дэнни, Дэнни и Дэнни. Так, глупая страница. Тут мне хотелось покопаться в мелких деталях в интерьере. Изначально эта картинка не была такой тревожной, но как я могла обойтись без чего-то такого. Самая анимешная кошка-девочка. Тогда у нее еще не было имени, потому что ее образ только начинал формироваться. Ну, продолжает формироваться до сих пор. Так, дальше снова Дэнни. Тут будет много Дэнни. Так, я продолжаю пытаться понять, как она должна выглядеть и как должен выглядеть ее друг. Сначала он был клоуном, но потом стал гимнастом. Снова штуки, больше штук. И их образ начал формироваться. Так, снова зарисовки с ними, где я пытаюсь понять, как же они должны выглядеть. Дальше наброски, картинки, которые я рисовала весной прошлого года для Cecilia Span. Тут уже я определила, что ее зовут Алик, благодаря подруге. Снова всякие штуки. К образу Янги я пришла быстро, и имя снова было выбрано благодаря подруге. Дэнни. Тут думала о картах Таро. Я думаю, это заметно. Здесь я смотрела какой-то фильм, и мне понравилось, как лампа отбрасывала тень на стены. Снова Алик, где я снова пытаюсь определиться с ее образом. Значит, тут я достала свои старые фломастеры, которым лет 8, но они все еще прекрасно рисуют. Так, мы перемещаемся к маю. Я собиралась что-то порисовать для Дани Мая в 22 году. Так и не сложилось. И еще эскизы для конкурсов, в которых я так и не поучаствовала. Это моя любимая часть на этой странице. Наброски к вышивке. Я так и не сделала эту вышивку. Что потеряла к ней интерес. Моя подруга. Снова всякие штуки и попытки определиться с образом Алик. Дальше они вместе. Снова попытки определиться с их образами. Я хочу вылепить его из глины.
Мне, конечно, больше хочется из керамики, но с полимеркой у меня опыта больше. Я думала о борщевике. Всем это понравилось. Мне тоже. Дальше шутка. Снова всякие штуки. Мне нравится рисовать без карандаша. Теперь вы вспомнили звук из ТикТока. Не благодарите. Да, и тут я смазала маркером. Обычно стараюсь не трогать старые штуки, их не исправлять. Но это мне очень не нравилось. Это зарисовка того, что я увидела с просонья, то ли в ночи, то ли утром. Мне показалось, что какая-то фигура стояла на балконе, и у этой фигуры вытягивались конечности. Просто случайный образ, бутылки, ноги. Наверное, Влад. Снова всякие штуки. Это скан. Дэнни, которую я рисовала ручкой красной. Тут я пыталась вспомнить, как выглядит Мэдди в сериале. И как она на самом деле нарисована в сериале. Влад. Так, снова я. Так, потом кошмары в отражении. Это не Дэнни. Я хотела порисовать как что-нибудь тяжелое. Маленькая зарисовка. И снова я, потому что у меня под рукой всегда стоит зеркало, в которое я могу заглянуть и порисовать с натуры. Так, тут я делала наброски для новой аватарки, но в итоге она получилась стрёмной. Дальше снова штуки, снова Алек, снова попытки определиться с ее образом. Так, тут мы уже приблизились к концу июля 22 года, где мне исполнилось 20. Неудачная страница. Мне подарили розы на день рождения. И тут они уже увядшие. Один из букетов к тому моменту покрылся плесенью. Перчатки, которые висят у меня на сушилке. Эту штуку я потом перерисовала в дидже. Но мне нравится, что я сделала тут карандашом. И снова я в зеркале. Мне нравится эта страница из эмоций. Да. Снова штуки. И я люблю чипсы. Дальше разворот с Валерией и Дэнни. Тут нет никакого сюжета. Мне просто захотелось нарисовать их. Они клоны. И думаю, получится неплохая картинка, когда я ее нарисую. Дальше я снова работала над Алек и занималась дизайном костюма Дэнни. Дальше, ведь снизу моего стола для принтера и сам принтер. Ну, к этому я еще вернусь. Дальше страница, посвященная звездам, и страница с, на мой взгляд, очень удачными автопортретами. Это мои любимые за весь блокнот. Дальше картинки с Пинтереста. Что-то из головы, где я снова не использовала карандаш. И, ну, знаете, это одна из тех самых странных фотографий,
Так, дальше наброски картинки, которую я потом перерисовала в Дидже. Мне нравится этот. И что? Он вклеен. А тут заметки для другого. Дальше наброски уже для комикса. Но в итоге я решила рисовать все, включая и эскизы в диджитале. Мне нравится то, как я поработала здесь с формами. Очень удачно. Дальше я достала тушь и сделала какие-то случайные штуки, которые очень удачно собрались в единое целое. Начался 23-й год. Снова начался с Дэнни. И продолжился Дэнни. Непета. Звезды. Мне нравится этот эффект, который получился благодаря тому, что маркер пересох. Разные эскизы. Я уже не помню, что в итоге я нарисовала. Но что, да, нарисовала на отдельном листе. Дальше цветы. Вот, это самое удачное на этой странице. Все остальное не очень. Снова разные штуки. И люди с Пинтереста. Звезды, Дэнни. Снова человек с Пинтереста. И на этой странице я решила, что неплохо было бы хоть раз попробовать все целиком сделать только левой рукой. Ну, результат вы видите сами. Дальше штуки. Еще больше штук, нарисованных без какой-либо цели. Мне нравятся эти чувачки. Они забавные. Тестировала новую кисть и сравнивала ее со старыми. Дальше коробка из-под сока, которая была у меня на столе. Моя обувь в обувнице. Значит, с этого момента я больше не использую карандаш в этом блокноте. Ну, простой. Дальше плитка с Пинтереста, какая-то ванна с Пинтереста. Это штука из головы. Снова фотография с Пинтереста. Что-то случайное. Моя вилка. С этого момента я уже начинаю добивать скетчбук и рисовать каждый день минимум по развороту. Дальше разворот, посвященный снова тем странным фотографиям. Здесь я начала использовать маркер, который имеет очень симпатичный черный цвет, но очень сильно протекает на другую сторону. Это не беда, потому что всегда можно нарисовать какую-нибудь фигню. Дальше мой прикроватный коврик, мой маленький коврик, мои наушники, флажки, которые висят у меня на столе, и ножницы, просто потому что я могла это нарисовать. Дальше этот разворот должен был быть заполнен полностью руками, но так получилось, что он превратился в разворот ног и обуви с Пинтереста. Дальше ночная импровизация с, ну, я не знаю, кишками и сердцем. Далее моя коллекция стеклянных бутылок, стеклянный графин для воды и мусор, который пора бы уже убрать со стола. Кстати, на этом развороте я поняла, что у меня есть просто потрясающая синяя шариковая ручка. Далее мой пылесос, которым я отлавливаю всех насекомых в квартире. Дальше страница с
просто страница, где мне хотелось что-то такое сделать. На обратной стороне все отпечаталось, ну и тут снова полно штук. Снова зарисовка с фотографии. Ну, снова одно из тех странных фотографий. Тут из необычного только положение двери. Дальше я уже хотела как можно быстрее закончить этот блокнот, чтобы побыстрее снять тушь по скетчбуку. Умывальник. И конец блокнота 25 мая. Но это только конец страниц. В этом блокноте есть еще и кармашек. И тут я тестировала этот самый маркер на картонке из что тут, на резинке для волос. Наброски для броши. Для этой броши. И она, точнее сам призрак, светится в темноте благодаря ниткам. Далее тест новой туши. Мне все еще очень нравится эта серия, которую я рисовала тушью, потому что мне очень хотелось порисовать тушью. Еще больше таких маленьких картинок. На этих я пыталась использовать соль, но с тушью на водной основе получилось не очень, но на спиртовой вышло лучше. Снова наброски для Алек. Что-то ближе к тому, что я хочу видеть, но все еще далеко. Дальше это все пробы печати, открыток. Также у меня тут засушена сирень с прошлого года. И на этом блокнот закончен.